Мы, естественно, все заказываем онлайн. Таблетки отправить дешевле, чем покупать их на месте в Беларуси. Здесь есть два футбольных клуба, таких, неплохих. Напряженность, дерби есть. И если будешь не в том районе, не в тех цветах, можешь немножко влипнуть в неприятности. Миссию спасения еды забрасывать никак нельзя. И все. Я пробовала чупин последний, он был вкуснее. Мы с Сашком решили замутить тесто на пиццу. Решили замутить даже целую пиццу. В процессе наша Маргарита. Да. Пицца номер 2. Мы ее сделали жирненькой. И такая же кривая, как в Италии делают. Чем мы не итальянцы, кажется. Всем привет. Уличный вечерний привет. Холодный. У нас дико похолодало. Сегодня уже минусовая температура. И я вышел один по делам. Нужно забрать онлайн-заказ из аптеки. Мы, естественно, все заказываем онлайн. Но тут надо забрать, потому что доставка дорогая очень из аптек. Это таблетки, которые нужно отправить в Беларусь. Они здесь намного дешевле, естественно. И даже так, отправить дешевле, чем покупать их на месте в Беларуси. План номер 2 – это спасти еду с Too Good To Go. Давно мы этого не делали. А миссию спасения еды забрасывать никак нельзя. Сегодня в новом месте, на заправке. Посмотрим, что там будет за 15 злотых. Интересно, потому что у нас был классный опыт спасения еды с заправки в Осло. Там просто супер набор был за небольшие деньги. Сравним, как здесь, в Польше. Иду вот тут как раз мимо, получается, футбольная академия. СМС Лодь. Очень довольно известная такая футбольная школа. Потому что, судя по моим познаниям вообще в футболе, благодаря футбольному менеджеру, это реально очень хороших футболистов производит академия, и в прошлом много звезд польского футбола вышло из этой школы, и в нынешнем поколении есть много кто играет и за сборную, и в каких-то клубах европейских. Не зря вот это все отстроено, и реально хороших футболистов готовят. А что еще касается футбола в Лоде, не знаю, насколько эта тема вообще актуальна для наших зрителей. Здесь есть два футбольных клуба, таких, неплохих. Первый из них Видзев. Он сейчас играет в высшей лиге, в экстраклассе, и довольно на неплохих позициях идет. Одно время даже лидировал, по-моему. Сейчас там где-то в районе 4-го, 3-го, 5-го места. Не особо слежу. Второй — это ЛКС. Он играет во втором дивизионе, первая лига. И тоже там идет среди лидеров. Стадион у них поновее и побольше, но вот сам клуб не так хорошо выступает. Они были в свое время, оба клуба играли в экстраклассе, там грубились друг с другом, поэтому вот здесь очень такая вот напряженность, дерби есть, и многие говорят, что если будешь не в том районе, не в тех цветах, можешь немножко влипнуть в неприятности. Мы все давно хотели и все еще хотим как-нибудь попасть на матч какого-нибудь из них, посмотреть на стадионе, но как-то пока планы эти далеко отложены. И вот касательно вот этой всей подготовки, школы футболистов, прикол в том, что, насколько я знаю, довольно мало вообще не легионеров играют в составе этих клубов из Лоди. Очень много каких-то испанцев, там заштатных, которые не пробились в хорошие клубы у себя на родине. И вот в Польше они чувствуют себя звездами. Вот такая вставка про футбол, посмотрим, кому понравится, кому нет. Ну что ж, первая часть плана выполнена. Теперь дорога до заправки. Как раз так удачно совпало, что недалеко от этой аптеки, и можно совместить все в одном походе. Минут 8 пешком. Есть такой район. Там Ведронка, в которую мы, помню, ходили в первый день приезда в Польшу перед карантином. Поскольку она работает до 11, мы туда уже успели под конец дня только. Все необходимое быстро закупили. Сначала в Пепко забежали, потом в Lidl много сумок вытащили оттуда. И уже перед закрытием еще успели в Бедронку, уже все последнее хватанули. Такие были приключения, и потом после этого 10 дней сидели на карантине, конечно, не самое лучшее время. Все, вот заправка, вот что мне дали в коробке. Ну, здесь интересный набор. Такой, не прям фонтан, конечно. Несколько скиров питьевого йогурта. Но он реально вкусный, это хорошо. Плавленый сыр, не знаю, и какой-то паштет.
Ну, я не в восторге на первый взгляд. Но еще попробуем, оценим. Ну, на 15 злотых, не знаю. Скиру я рад, в принципе, это вкусная штука. Насчет остального есть сомнения. Все, дождались мы с Чупсиком Олю с работы. Я пришла. И Сашка все спрятала Тут в такую сюрприз, коробку. я в коробку запихнул. Вот мне интересна реакция. И чего ты ожидала с заправки за 15 злотых? Ну, типа, изначальная цена 45. Ну, там. во-первых, я уже удивилась, что это так много всего. А, она, блин, я думала, тяжелая. Нет, так нельзя. Ну, А как мы будем, типа, может... Но мне Ну, как, да, нет, предположи, что вообще могли дать на заправке Йогурт с общей какой-нибудь. ценой за 45 злотых. Ну, я думаю, какой-нибудь йогурт. Да что там еще на заправке продается? Йогурт, батончики какие-нибудь. Я думаю, может, быть, сэндвичи сэндвич были. какой-то, нет? Ну, там вообще, типа, на самой что, заправке что? сэндвичи по 15 злотых, там, 14-15 стоят. Может, кола? Напиток. Ну, я был не совсем в восторге. Угу. Ну, и как будем? Сразу всю Давай пачку сразу. откроешь? Все могу. Мне уже не Да. терпится. Ребята, я уже ему Давай, звоню давай. с работы, говорю, Саша, ну что там? Пусть будет для тебя сюрприз. И все. Разочарование, че сыры какие. А это что, кукуруза? Паштет. Для собак? Нет. Бельгийский, я не люблю паштеты. Ну, это не совсем наша еда. Но это можно взять от Это другого. очень вкусно. До завтра все. Блин. Все, кроме сыра. Думала, Сыр до ну, послезавтра. Думала взять с собой... Ну, в субботу еще можно. На один день. Ну, скорее, может, вкусный йогурт. Он вкусный, я Да. такой покупал, только... А, такой же с манго, Точно он очень такой вкусный. же? Да. Ну, давай попробуем, мне интересно. Я не очень люблю, но попробуем. Ну, мы сейчас на бутерброды Блин, я замутим. думала, Потому что что интересно. вот такой сыр. Ну, с этим, например, можем сделать макароны. Ну да, ну просто на Или- бутерброд. Ну да. Паштет на бутерброд. Йогурты. Вот йогурты, они стоят... Я Даже вообще же они в Лидле люблю. стоят по 4 с чем-то. А на заправке они вообще там указаны. Пахнет как чупина тушенка. И вот как она стоила все на заправке. Скыр по 6 злотых. Хохланд 9 злотых. Паштет 2,69. Ну, он Мгм. даже на заправке стоит копейки. Да. Я пробовала чупин последний, он был Был очень вкуснее. вкусный. Я не знаю, с чем это едят. Это печенка какая-то. Ну, с добавками. Куриный паштет. Причем реально дешевый какой-то. Ну, не знаю, с хлебом, с чем это есть. Ну да, наверное. Может, чупи отдадим? А, не, там зелёный, не да. то. Ну вот так. Да, ребят, я Не честно тебе свезло. мог бы сказать. Я думала, там что интересное. Ну как бы на скырах мы отбили 15 злотых, но Дело не в 4 том, что штуки. отбили, дело в том, что это какая-то ерунда. Вот это не наш. Мы это не едим, это мы не едим. Вспомни на заправке в Осло, сколько нам всего Там, давали. вот там было, М. там и выпечка, и Я хочу в сладости. Осло. Да. Там точно. И за те же деньги, по-моему, за 4 евро, ну почти те же деньги, был пакет еды. Угу. Ну, это Норвегия. Вот так, ребята. Хотя отзывы хорошие. Ну, может, кому-то везло больше, может, кому-то бутерброды давали, еще что-то. А нам вот это, да. Ну, блин. Вообще, почему на заправке продается? Не, ну, Сыры, блин. я ожидал что-то И почему другого. именно две... Ну, понятно, что они заканчиваются на срок годности, поэтому их положили. Ну, Давай да. попробуем сыр. Раз я дегустирую сейчас. Мгм. Ну, паштет... не Ну, знаю. Но это любители паштета. Я никогда блин. не любила паштет. Он стоит 2,69 на заправке. То есть в Лидле, в Бедронке он 1,5 стоит. Ну, сыр я хотя бы могу любить. Я так думаю. А еще такая голодная с работы. Но паштет все равно плохо. Ну, паштет. Ну, я его, наверное, съем. Ну, потихоньку, может. Но я нормально вообще. Ну, Может, у меня Маша... к нормальному паштету я отношусь нормально, посмотрим. О, сыр вкусный. На бутерброд можно. Вот сыр вкусный, очень. Ну хотя бы. Такой сливочный, вообще класс. Вот сыр съедим. Ну, в любом случае мы не планируем отказываться от спасения еды и всем советуем. Ну да, мы еще будем, но вроде как-то... ну, В Карифуре было неплохо, кстати. Второй раз, а первый не очень. Ну так, да. Вот это вкусно, реально. Из тех сыров, что мы с тобой пробовали, не так много, но вот хохланд прям вкусно здесь. Ну окей, хотя бы.
Либо я не могу говорить честно, потому что, ребят, я голодная. А я тоже. Ну, насчет скыра я уверен, что это вкусно, потому что это как раз манго. Я его покупал Чупа-чул. часто в дорогу себе, это супер Ага. вкусно. Чупа-чул. Запах тушенки своей. Ну, сейчас ему своей дадим. Я как раз таки и поела. Отлично. Вот так вот. Ну, такая же упаковка. Немножко, ну, прям не немножко, а довольно сильно я разочарован остался. Ну, ребят, хотя бы 4 йогурта. Ну да, ну, мы это съедим, ну, типа, чуть-чуть другого ожидали, вот. Угу. Так. Я вообще расстроилась. Мы с Сашком решили замутить тесто на пиццу. Как вы понимаете, мы решили замутить даже целую пиццу. Но я, наверное, передержала температуру, тесто прям горячее. Ну, и помните, я вам рассказывала, дрожжевое тесто люблю, чтобы оно быстренько так нагревалось в духовке. Это прям вообще лайфхакный. И вот я поставила ближе к 50 температуре, и вот это немножко даже такое горячее, как будто схватилось. Надеюсь, у нас получится пицца. В процессе наша Маргарита. Они такие будут маленькие, но нам как раз, в принципе, хорошо. Ну, как да. это выглядит? А как на вкус должно быть? Ой, не могу, так хочу же. Мне кажется, Вторая хватит будет сыра, нет? грибная, да. Ну да, вот так. И на вторую Да. еще чуть моцареллы, плюс еще есть Будет чеддер. прям очень много моцареллы. Духовка готовится. Ням-ням-ням-ням. Ну и вот пицца номер 2. Мы ее сделали жирненькой. Сейчас покажу, первой приготовилась. Первая Маргарита выглядит вот так. Но, конечно, уже так подприготовилась. Сырок немножко куда-то съехал. Ну, съехал в начинку, куда-то смешался с соусом. Ребята, слюнки текут. И такая же кривая, как в Италии делают. Чем мы не итальянцы, кажется. И наша вторая импровизированная пицца. Ребята, мы сейчас попробовали первую. Сашка, как тебе первая пицца на вкус? Белиссимо. С ножом, Мамма Сашка, мия. как стоит, мама мия. Скажи, насколько вкусно. Конечно, не так, как в итальянских ресторанах. Может, не хватает чуть-чуть какой-то Мгм. нотки, там, знаешь, такой изысканный соус, типа Мгм. проработанный там поколениями. У Мгм. нас простой, но очень вкусный при этом. И можно чуть больше еще моцареллы, чтобы прям сырно-сырно он не тянется. Да. Но это прямо так... Вот скажи, как в доставке прям. Ну, получше некоторых Да. доставок. И это реально очень дешево. Типа как пицца лисица и чуть даже Там лучше. еще майонезом бы залили. Ну да, ну вы поняли, вот такие типа доставки. Режет Сашка. У нас, к сожалению, нет такого ножика специального для... ну, такого круглого для пиццы. Ну, просто никогда не готовили пиццу и не нуждались в этом. А теперь, так как нам уже зашла пицца, мы, в принципе, думаем приобрести, наверное, ножик, да, Сашка? Вышли на прогулку с Чупи, а у нас тут такой прикольный садик, даже, не знаю, ясли, жлобок. Скоро должен открыться. Возможно, для сотрудников вот этого офиса, и не только этого. Я думаю, Тут такой крутой садик. И он еще такой большой достаточно. Да, ну он по кругу получается. И такие, ну как бы окна, пол. Детям, наверное, забавно. Ну, вообще Посмотрите. оборудовано классно. Такие игрушки, мило. Ну, Рисунки Я так классные. думаю, что это типа для одной группы, ну, маленькие достаточно. Нет? Да, ну я не знаю, может не для одной. Тут несколько помещений по кругу можно Вон там заметить. еще коробки, это, наверное, новые. То есть, А это все новое. заселяют. Не, вообще классно. Но это для маленьких детей, это прям вообще для малышей. Да, вот тут написано, как записаться. Называется Лупа-Пупа. Такое встание. Пишет школа и Ну да, для самых маленьких. Языковая, спортовая. Мы прочитали, написано, что это спортивно-языковая такая детский сад. Да, уклон. Уклон с этим. Но когда мы до этого ходили, тут еще всего этого не стояло. То есть они вот Ну, сейчас пополняет. наполнение. Вот это какие-то Да. спортивные уже приборы. Блин, честно, я бы хотела Ладно, туда классно. сама пойти. Такой, конечно. У меня тоже Современный, был. блин. Ну, понятно, что у Не- всех у не нас всё одинаковые были сады. Ребята, были ну, там конструкторы какие-то. Да. А чтобы вот Вообще работать... классно разрисовано. Вон там он еще, смотри, на логику всякие двигать штуки вот на стене. Да, да,
Типа как продается в Икее такие. Блин, все так чисто. Ну понятно, что чистенько, потому что он Потому что новенький, еще да. не открылся. Уже детей нету. Сейчас они придут. Но самое интересное, вы же вам показали в этом садике. Да, вот мы подходим. Мы подходим, чуть ли нет. Вот, смотрите. Это, ребята, ну, Туалетики. уборная, туалетики и раковины маленькие. Посмотрите, какие они вообще крошечные. А какие прикольные краны. Да. Прости, чуть. Такие вот прикольные краны, такие зеркальца. Ну, вообще офигенно, не? Угу. А вот ты показал, что Там тут даже есть душ. Да. Попки мыть. Попки мыть нужно каждый день. Даже пеленальный. Пеленальный стол. Ну, тут, наверное, же и для мам. Да, Ну, там типа а тут- годик. Тут опять игровые Да. какие-то. Не, ну круто, конечно. Офигенно И вообще. круто, что это все вот в комплексе сделано. Да. То есть, по идее, А вон там в столик можно голову всувать. эксперименты делают. Да, Только Блин. плохо видно. прикольно. Я просто сейчас подумал еще. Идеальная, наверное, ситуация. Ну, может, не идеальная. Короче, семья живет вот в доме. Угу. Потом родители идут работать в офис. Да. А ребенка сюда в садик. Типа, все, и через 2 минуты ты уже дома всей семьей. Офигенно, если это... Ну, у кого-то так И не надо ни получается, да. машины, ну, как бы для этого ничего. А вот интересно, сколько в группе может быть... Не, ну тут же, я детей? думаю, это все разные еще, комнаты. смотрите. Поэтому, Тут прям очень много должно быть детей. А где они спят? Мы в садике спали. может, здесь спальные места внутри все-таки, а не ну, возле окна. наверное. Ну, тоже игрушки А это именно стоят. игровые по краям. Ну, наверное, это все-таки платное место. Не Ну, думаю, конечно, что это такое платное. бесплатное. Бесплатный желобок, думаю, должен быть Не, по-другому. здесь это явно частный Ну. и, возможно, А вон, смотрите, чтобы дети не сбежали. Перегородка такая видна. да. Ну, это, знаете, как для пёселей, когда они маленькие, чтобы Вот они не такие. разбегались, да. И такие перегородки. Вот написано вся информация. Ну, не вся, Пупа-пупа. да. Как, типа, записаться? А, вот номер записать. Да, Ну, да. есть вся информация.